Hello, beautifuls! Вы на канале Twinkie Talks. Как я уже давно довольно обещала, я сделала второй канал для разных разговорных видосиков. Если вы пришли с моего канала по летсплеям, то как бы снова приветики. Ну, а если не оттуда, то туда тоже приглашаю. Бадумц. Тут должен быть какой-то эффект смешной, но я не умею их вставлять. Итак, дорогие женщины, поздравляю вас, нас, всех, с днем борьбы за женские права и эмансипацию женщин. Давайте будем такими, какими мы сами хотим быть, а не такими, как кто-то навязывает это нам. Я вот хочу быть как дева Эйрин из Baldur's Gate. Ой, девочки, ищу свою Изабель. Смотрите, какая у меня футболочка сегодня с Marvel, и тут все женщины. Ой, класс, обожаю. Ладно, теперь серьезно. В честь праздника сегодня мы немного поболтаем о неожиданном женщинах. Точнее, женщинах гейм-индустрии. Про тех, кто приложили руку к ней или кто сделали всякие разные открытия. Также возможно, что к моменту выпуска этого видео в Steam появится какой-нибудь ивентик или распродажа в честь 8 марта, потому что, временами там раньше, по крайней мере, бывали такие ивенты. Часто показывали какие-то игры, специально сделанные женщинами. Но, когда я записываю это видео, то этого еще нет. Я записываю видео даже не в марте. Если все-таки в Steam будет что-то интересное, я скину это, закреплю в комментах к видео. Также в конце видео я выдам вам небольшой списочек игр, которые, возможно, как-то затрагивают тему женских прав, инклюзивности в той или иной мере. Что ж, так как это мое первое видео в таком формате, оно не будет каким-то долгим, скорее всего, оно будет совсем недолгим, и оно не будет нагружено сильно смыслом, потому как мне самой нужно, прощупать, знаете, эту нишу. Я надеюсь, что вам понравится. Вы можете написать мне, чего тут вам не хватило, или что, наоборот, вам зашло. Я буду рада почитать. Пожалуйста, только без «а почему тут нет?» вставьте рандомное имя. Я не Википедия, я просто, человек. Не будем ходить вокруг да около, сразу дадим дань некоторым женщинам из первооткрывательниц, так скажем. Мейбл Эдис, создательница первой образовательной видеоигры. В 1964 году Эдис возглавила разработку игры The Sumerian Game, которая включала в себя инновационные функции, в том числе обновление игры, повествование и ранние версии того, что впоследствии мы называем катсценами. Эта игра есть в Steam бесплатно. Мейбл Эдис была посмертно вручена премия Pioneer Award во время конференции разработчиков игр в 2023 году, к слову. Роберта Уильямс, создательница жанра графических приключений. Хотя текстовые приключения существовали, но именно Роберта Уильямс придумала графические приключенческие игры в 1980 году. Она разработала Mystery House, разработала и поддерживала серию King's Quest, а также Phantasmagoria. Она тоже есть в Steam, кстати. И многие другие. Ее работы заложили основы для многих современных нарративных игр. Также стала соучредительницей компании Sierra Online и также стояла у истоков жанра Point and Click. Кэрол Шоу – одна из первых женщин-разработчиц видеоигр. Кэрол создала игру River Raid для игровой приставки Atari 2600 в 1982 году. Да что со мной с этапа? Да ёб твою в рот! Ее работа стала важным этапом в истории видеоигр, которая задала стандарты для жанра. Также стоит упомянуть женщин, которые внесли большой вклад в развитие видеоигр. Как, например, Эми Хеннинг. Эми известна как ведущая сценаристка и креативная директриса серии Uncharted, довольно известная игра, к слову, от Naughty Dog. Ее вклад в создание глубоких сюжетов и проработанных персонажей помог установить новые стандарты в повествовательных играх. Бренда Ромеро. Опытная геймдизайнерка и разработчица, работавшая над сериями Wizardry и Jagged Alliance. Она также известна своей настольной игрой Train, которая исследует сложные моральные темы. И Бренда активно выступает за инклюзивность и разнообразие в игровой индустрии. Некоторых женщин, что приложили руку к гейм-сообществу, мы уже обсудили, но куда же без упоминания игр, которые были созданы женщинами. Снова обозначу, что это далеко не весь список, я выбрала просто то, что мне самой, по душе, что ли. Начнем с более известных. Тим Свифт. Известна по знаменитой игре Portal. Есть вообще те, кто хоть раз не слышали про эту игру? Да, конечно. Например, моя мама. Так вот, это головоломка от первого лица, где играющий использует портальную пушку для решения задач и преодоления препятствий. Игра получила признание за оригинальный геймплей и остроумный сюжет. Джейд Реймонд. Окей.
Про серию игр Assassin's Creed слышали, ну точно все, тут даже моя мама слышала. Так вот, Джейд тесно сотрудничала с Ubisoft и Electronic Arts. Принимала активное участие в разработке разных частей Assassin's Creed, и она была продюсеркой и даже управляющей директрисой. К слову, про Assassin's Creed у них там 20 марта, вроде как, 20 марта выйдет новая часть Assassin's Creed Shadows про древнюю Японию. Если вас это интересует, то вы можете тоже пойти ко мне на канал, потому что я планирую ее снять. Робин Ханиге. Она вместе с командой Dead Game Company, включая Келли Сантьяго, это еще одна разработчица и продюсерка, создали атмосферную адвенчуру Journey. Journey известна своим художественным стилем и эмоциональным воздействием. Еще парочка менее известных, но все еще классных разработчиц. Габи Дориенце, независимая разработчица, которая создала игру A Mortician Tale вместе с компанией Landry Beer Games, где, кстати, большинство разработчиц — это женщина. Игра предлагает уникальный взгляд на работу похоронной директрисы. К слову, мне самой довольно нравится эта обложка, я, наверное, думаю ее записать или поиграть просто для себя. Игра получила признание за деликатный подход к теме смерти, очевидно, и инклюзивный дизайн. Клэр Морвуд. Разработчица видеоигр, наиболее известная как соосновательница, ведущая программистка студии Freefold Games. Она работала над игрой Before I Forget, выпущенной в 2020 году. Игра представляет собой короткую повествовательную историю, исследующую тему деменции через призму главной героини, которая страдает потерей памяти. Проект получил положительные отзывы за деликатный подход к сложной теме и был номинирован на множество наград в области инди-игр. Джейд Дженсен разработала проект Grey Matter, приключенческая point-and-click игра 2010 года, которая для любительниц жанра приключений головоломок будет, неплохой такой находкой. Бонусом, если любите олд-графику. Также Джейн создала несколько других игр, в том числе популярное приключение Gabriel Knight, Sins of the Fathers и King's Quest 6. Вы поняли. В команде со знаменитой Робертой Уильямс. Кстати, если вы знаете каких-то других разработчиц или вдруг вы сами создали какие-то игры, то не стесняйтесь писать об этом в комментариях. Да, даже если вы только начинаете или просто ищете аудиторию в своей игре, я, может, даже записала бы ваши игры на свой другой канал тоже. Несомненно, есть много других женщин, которых я не покажу в этом видео, которые приложили большой, огромный вклад в создание и первооткрытие игр и жанров. И это я не говорю про художниц, аниматорок, композиторок, писательниц и многих других ролях, в общем, вы поняли, которые не в меньшей степени составляют всю атмосферу игр. Мы можем видеть, что женщины в игровой индустрии уже сделали многое и продолжают делать, но впереди все еще много работы. И кто знает, какие великие игры ждут нас в будущем. В любом случае, что бы ни происходило в игровой индустрии, важно помнить, что каждый шаг вперед — это шаг к более разнообразному и справедливому миру, где все могут проявить себя и быть услышанными. А если вдруг не могут, то, может быть, они забыли включить микрофон. И сегодняшний день, 8 марта, служит также напоминанием нам, что это не только праздники, цветочки, но и ежедневная работа, ведущая к признанию женщин. К слову о поддержке женщин. Отмечу в описании, или, может быть, если у меня получится, вставлю где-нибудь тут, может быть, канал Мисси. У нее очень крутой канал, где она тоже рассказывает про женщин, про игры, про женщин с играми, в общем, вот та же тематика, что и у меня, плюс-минус, да. Там у нее даже есть ролик, который мы сделали вместе, на самом деле, в большей степени она, но я там существую. Господи, дай богиня, я не сильно перенервничала в этом видео. Ладно. Если я звучала так, будто 5 минут назад побывала в Австралии, то просто представьте, что это такой режиссерский замысел. А теперь, как я и обещала в начале видео, я добавлю список игр, затрагивающий в той или иной степени женские права, борьбу, равенство. Вы поняли. Heaven. Ролевая игра, где двое влюбленных исследуют неизведанную планету, сталкиваясь с различными испытаниями, и игра затрагивает темы любви, равенства и свободы. Тут не важно, кто старше, кто сильнее, главное, что любовь и равенство были на первом месте. Тут двое влюбленных равны, двое переживают сложности и растут вместе. Флоренс, или Флоренс — интерактивная история о молодой женщине, которая переживает важные моменты своей жизни, включая любовь и личностный рост. Игра акцентирует внимание на эмоциональном развитии и самоопределении. В отличие от большинства игр, где героини часто играют роль помощницы или поддержки, Флоренс показывает, как важно иметь право на свои эмоции, развитие и даже ошибки.
Life is Strange — довольно известная игра, приключенческая, где главная героиня обладает способностью перемещаться во времени. Игра исследует темы дружбы, любви и личных выборов, затрагивая важные социальные вопросы. Тут каждая сцена — это погружение в моральные дилеммы, где героиня сталкивается с последствиями своих решений. Little Miss Fortune. Это приключенческая игра, где вы играете за девочку, исследующую мир в поисках вечного счастья. Игра затрагивает темы детства, одиночества и самоопределения. Тут, как и в жизни, нет прямого пути к счастью, а наше КГ находит это счастье где-то в самых неожиданных местах. Важно не просто искать радость, а понимать, что она приходит через собственные переживания, ошибки и осознание. И это напоминает о том, как важна свобода выбора и возможность быть собой, даже если окружающие пытаются навязать свою реальность. К слову, я обожаю ее наряду с Френдбоу, которую тоже советую. Anyone reached the end of the game and gotten the eternal happiness? Yes, of course. You know, I want to win this prize for my mommy. Oh, that's really sweet of you. I'm going out to play, mommy! I saw a monster! What monster? I didn't see anything. It's probably just your imagination. The Lion's Song — приключенческая игра в жанре интерактивной драмы, в которой исследуются глубокие темы, такие как творчество, личные поиски, внутренние переживания, а также женский опыт. Игра состоит из 4 эпизодов, каждый из которых рассказывает о разных женщинах, которые сталкиваются с личными и социальными вызовами. Здесь каждая история — это не просто поиск вдохновения, а борьба с общественными ожиданиями и личными демонами, с которыми женщины сталкиваются на пути к самовыражению довольно часто. Это игра, которая по-настоящему раскрывает, как сложно и важно быть верной себе, даже если мир вокруг не всегда это поддерживает. Hellblade: Senua's Sacrifice. Игра рассказывает историю Сены, кельтской воительницы, которая сталкивается с психическими заболеваниями. Она исследует темы психического здоровья, женской силы и преодоления внутренних демонов. Игра открыто и без стереотипов демонстрирует, как психические заболевания могут быть частью жизни, не делая из этого что-то слабое или постыдное. Если в реальной жизни мы так редко видим персонажей, которые бы искренне раскрывали эту тему, то Hellblade дает возможность заглянуть в душу главной героини. Do you still hear his screams? Your sword still beats our heart. You fought for love unspoilt by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So we must carry his vessel to bring him back home. The Walking Dead: The Telltale Series. Приключенческая игра, где играющие принимают решения, влияющие на развитие сюжета. Одна из ключевых героинь — женщина, которая сталкивается с различными вызовами и дискриминацией в постапокалиптическом мире. В мире, где выживание зависит от силы и жестокости. The Walking Dead — это не просто ужас или зомби, а реальная борьба за признание и свое место в мире. Если после видоса вам все-таки не хватило женской силы и вдохновения, всегда можно вспомнить, как мощно женские героини в играх тащат. Начинает Элли из The Last of Us, которая буквально с самого детства пришибает зомбаков налево и направо, ну, вы поняли. Заканчивая какой-нибудь Мэгги из Apex Legends, которая буквально пробьет вам глаз своим же зубом. Кто знает, те знают, а кто не знают, те могут почекать ролик к выходу легенды Мэд Мэгги на канале у Apex. Если серьезно, то главное помните, женская сила в индустрии уже не в моде. Она давно стала стандартом. Так что давайте и дальше поддерживать одна другую. Я опять нервничала, боже. На этом все, твинчата. Если вам зашло, подписывайтесь, ставьте лайки. Если нет, тоже нормально. Всем пока.